Привет! В этом видео расскажу основу вязания такого ковра. И многие перестанут бояться вязать именно когда в изделии два цвета, потому что это очень легко и очень просто. Данный ковер можно переделать под плед и под свои размеры. Здесь я расскажу основу вязания данного узора и как меняется цвет. Соответственно, вы можете уже сами связать большой плед или небольшой плед, побольше ковер или поменьше ковер. Данный ковер у меня 60 сантиметров в длину и 40 сантиметров в высоту. Также преимущество этого ковра в том, что вы можете как заправить кончики, так и оставить их в виде бахромы. Такой, знаете, стиль бохо получается. Для вязания нам потребуется два цвета. У меня это был белый и серый на весь ковер. Такого размера у меня ушло 200 грамм, по 100 грамм каждого цвета. Ориентируйтесь на свое изделие и, соответственно, покупайте моточки с запасом. Итак, у меня белый и серый цвет. Начну вязать я с серого цвета. И мой ковер также начинался с серого цвета. Здесь мы начнем цепочку из воздушных петель. Сейчас делаем узелок. Такой узелок мы будем делать в каждом ряду. И начинаем набор воздушных петелек. Набор воздушных петелек ей я задавала длину своего изделия. Вы можете задать ширину или так же, как я, длину. Соответственно, здесь я наберу буквально 14 воздушных петель для примера. Вы набираете столько, сколько необходимо вам для вашего изделия. Плюс одна воздушная петля подъема. Вязать мы начнем за заднюю стеночку косички. Вот видите, она верхняя, задняя, без разницы. Будем вязать обычными столбиками без накида. Заводим крючок, захватываем нить и провязываем. И так до конца ряда. Я почти довязала до конца. Это наш первый ряд. Первый ряд у меня был серым цветом. У вас это тот, который, соответственно, вы решили. Можно комбинировать там белый с бежевым или абсолютно любые оттенки. Можно даже сделать какую-нибудь радугу, к примеру. Ну, я люблю такую классику. Итак, мы довязали до конца ряда. Видим, да, что у нас получились столбики без накида. Делаем 2 петельки подъема и обрезаем ниточку. Протягиваем ниточку, просто вытягиваем ее и затягиваем. Получается узелок. Все, наш первый ряд готов. Вот так легко и просто мы закончили первый ряд. Приступаем ко второму ряду. Уже меняем цвет. И так же, как в начале, мы делаем узелок. Здесь я не засняла, но его можно посмотреть, как делается узелок в начале и в конце, в каждом следующем ряду. Соответственно, мы заводим крючок под косичку, провязываем наш узелок. И сюда же под косичку мы опять заводим крючок. Я специально не заправляю хвостики, чтобы вы посмотрели, как это выглядит с бахромой. И делаем опять столбик без накида. Это наши кромочные петли. Они абсолютно одинаково будут начинаться в каждом ряду.
Вы можете сразу же ввязывать, например, хвостик или оставить. Тем самым получится бахрома. Дальше мы начинаем вязать за заднюю стеночку косички. Нагляднее показываю иголочкой. И так до конца ряда. Заводим крючок. И так же, как в первом ряду, мы просто провязываем столбики без накида до конца ряда. Вот так вот просто у нас формируется уже двухцветное вязание. Принцип данного вязания очень интересный и в то же время простой, в том плане, что вы в любой момент можете отложить вязание и в любой момент можете к нему вернуться. Например, вы решили связать большой плед, но у вас там, например, не хватило ниточки, вы не переживайте, вы можете оставить плед пока таким размером, какой он есть, пойти докупить и продолжить вязание. Или, например, у вас не хватает времени прям сесть сразу и связать, и чтобы моточки не путались. Здесь ничего не путается, потому что после каждого ряда мы обрезаем нить, и каждый раз мы можем брать с собой моточек и провязывать так по ряду, по два. И тем самым большое изделие уже не кажется каким-то таким необъятным. Мы довязали до конца ряда. И у нас последняя петелька за обе косички провязывается, чтобы полотно у нас не косило. Заводим крючок и провязываем. Так же, как в предыдущем ряду, мы набираем 2 воздушные петельки и, соответственно, обрезаем ниточку. Вот сейчас мы с вами формируем такой фундамент нашего изделия. Набираем 2 воздушные петельки и обрезаем ниточку. Протягиваем ниточку и просто подтягиваем. Такие хвостики можно обрезать равномерно, чтобы у вас получилась бахрома, или в принципе не париться по данному поводу, а потом просто их спрятать. Тут уже на любителя. Делаем узелок, переходим к третьему ряду. Да, и у нас так чередуется. Сначала серый, потом белый, потом опять серый. Сделали мы узелок. Сейчас нагляднее покажу вам, если, например, в предыдущем ряду было не до конца понятно. Вот сюда в первую косичку заводим крючок. Мы сначала заводим крючок, а потом уже захватываем наш узелок. Вот так его провязываем. Мы просто его протянули. Вот, раздвигаем сразу кончик в одну сторону и рабочий нить в другую сторону. Делаем с вами столбик без накида. И опять сюда же, под косичку, как в прошлый раз, мы заводим крючок. Получается, под одной косичкой у нас 2 столбика без накида. И как в предыдущем ряду мы провязываем за заднюю петельку. Вот у нас, если сверху смотреть, у нас такая косичка получается. И за заднюю петельку мы провязываем. Делаем все то же самое, как делали с белой ниточкой.
Один и тот же принцип. В конце набираем 2 воздушные петельки и обрезаем нить. Почему не одну? Потому что она может куда-то убежать, краешек может немного косить, поэтому я решила всегда набирать 2 воздушные петельки, и тем самым полотно получается ровным по бокам. В следующий ряд мы начинаем формировать уже рисунок. Начинаем формировать рисунок с белой ниточки. Делаем узелок. Все то же самое. Каждый ряд абсолютно одинаково начинается с узелка и с кромочной петельки. Кромочная петелька — это вот наша первая петелька, куда мы будем заводить 2 раза крючок. Под косичку протягиваем, провязываем раз и опять туда же заводим. Нагляднее показывала в первом ряду. И опять провязываем. И вот у нас такая кромочная, симпатичная кромка получается. Теперь мы начинаем с вами формировать рисунок. Здесь мы будем вязать уже не только за заднюю стеночку косички. Смотрите, первый ряд мы начинаем. Задняя стеночка косички. И вот, например, мы сейчас вяжем с вами белым цветом. Соответственно, мы спускаемся с вами на ряд ниже и видим, да, такую кромку, такую перемычку. И вот за нее мы будем провязывать. Вы можете сейчас остановить видео на паузу и посмотреть, где у вас перемычка. Прям нащупать ее, если на видео, например, непонятно. Делаем накид и провязываем за перемычку. Перемычка у нас сразу под нашей петелькой, которую мы не провязываем, как, например, предыдущую. Раз, два. Видите, у нас косичка, которую мы должны были за заднюю провязать, как в предыдущем ряду, да? Тогда у нас не получился бы рисунок. Вот она. Мы ее оставляем, мы ее не провязываем. Мы уже провязали с вами столбик с накидом. Вот она. Вот здесь мы провязали, а здесь, соответственно, мы провязали вот этот длинный столбик. Соответственно, мы туда не провязываем. Все, мы уже ее провязали. Все, закрыли вот так ее, чтобы она нас не смущала, потому что она провязана. И начинаем дальше формировать рисунок. Провязываем за заднюю стеночку косички. Столбик без накида. Вот у нас, смотрите, следующая косичка, да? Мы провязываем в нее. И они у нас соответствуют. Вот нижние перемычки соответствуют нашим косичкам. И вот следующая косичка, мы ее не провязываем, мы провязываем за перемычку нижнюю с накидом. Накид, заводим крючок под перемычку, захватываем ниточку и вытягиваем ее. Вот тут главное вытянуть ее, саму ниточку, чтобы столбик у нас получился высоким. И полотно у нас никуда не сужалось. Дальше за заднюю стеночку косички. Сейчас мы с вами формируем рисунок. Опять задняя стеночка косички.
Опять беру иголочку и показываю, да, что мы видим. Вот у нас 2 перемычки. Они наверху мы провязали 2 столбика с накидом, а здесь мы провязываем за перемычку. Не пугайтесь, если сейчас непонятно. Дальше будет более ясно, и после того, как вы попробуете 1-2 ряда, каждое изделие пойдет как по маслу. Делаем с вами столбик без накида и опять за перемычку. Провязываем. Помним, да, что первая петля и последняя — это кромочные петли, они не относятся у нас к рисунку абсолютно. Провязываем столбик без накида и еще один столбик без накида. И вот мы довязали с вами до конца ряда. Соответственно, у меня такое мини-изделие. Если, соответственно, у меня изделие бы сейчас не заканчивалось, то и следующее после 2 столбика без накида у меня был бы высокий столбик. Видите, кромочная петля и первая петля после кромочной — это идет начало ряда. Они не относятся к дальнейшему рисунку, но начинаются они абсолютно все одинаковые. Мы можем заметить тут тенденцию, что между длинными нашими столбиками сначала 2, 2, 1, 2, 2, 1. И так продолжается до конца ряда. 2, 2, 1 — это вот наши столбики без накида. Наши вот эти вот маленькие столбики. А между ними длинные столбики. Соответственно, я закончила изделие. Если бы сейчас не было кромочной, я бы вязала длинный столбик. Соответственно, столбик с накидом за перемычку. Набираем 2 воздушные петельки и обрываем нить. Протягиваем и заканчиваем наш ряд. Это первый ряд нашего рисунка получился. Вы можете проследить, да, насколько просто рисунок получается. Вот я оставила 2, 2, 1, чтобы дальше вы могли уже связать до конца ряда. Итак, второй ряд. Вот видите, такой момент, сейчас сразу отмечу, пока не забыла, где у нас провязан длинный столбик. Я уже до этого обращала на это внимание. У нас с вами не провязана косичка. Вот видите, верхняя косичка, она не провязана. Вот столбик ее закрыл. Но при этом у нас есть с вами столбик. Просто чтобы не получилось так, что вы провязали и длинный столбик, и вот эту вот косичку вы провязали, тогда у вас будут прибавки, и тем самым полотно разъедется. Вот, обращайте на это внимание. Давайте приступим с вами ко второму ряду нашего рисунка. Все то же самое. Узелок. И в первую петельку 2 раза провязываем с вами кромочную петельку. Мы провязываем под обе стеночки косички первую петельку и последнюю. Смотрим дальше, как у нас пойдет рисунок. Сейчас нагляднее покажу сразу. Вот сюда первая. Мы сразу будем вязать с вами длинный столбик. Итак, накид, перемычка, захватываем нить и провязываем. Раз, два.
Все, закрываем косичку сразу длинным столбиком, чтобы она нас не смущала. Сюда мы провязываем просто столбик без накида. Сюда тоже. А сюда будем провязывать с вами длинный столбик. Видите, да, что опять формируется длинный столбик, два столбика без накида, длинный столбик. Провязываем столбик без накида. А здесь мы провязываем длинный столбик за перемычку. Перед каждым рядом вы можете посмотреть, где у вас перемычки, какие они, чтобы подробнее разглядеть и начинать вязать уже каждый ряд. Где-то, если непонятно, останавливайте видео, провязывайте и, соответственно, возвращайтесь. Мы можем тут заметить, что у нас 2, 1, 2. Соответственно, здесь будет сейчас длинный столбик, потому что даже по логике, когда у нас идет на нижнем ряду белый столбик длинный, мы не можем на него связать еще один серый столбик длинный. Вот. Именно в конкретном этом рисунке такого не нужно делать. В других, да, в некоторых моментах. Но это самый элементарный рисунок, самый такой симпатичный из самых элементарных. Итак, мы провязали с вами длинный столбик, потом провязали с вами 2 столбика низких и, соответственно, сейчас провязываем длинный столбик. То, что у меня ряд заканчивается, например, длинным столбиком, это не значит, что у вас тоже он должен заканчиваться длинным столбиком. Перед кромочной петлей, да, соответственно, у вас может заканчиваться абсолютно другим столбиком в зависимости от того, какой длиной ваше изделие. Если вы вяжете, как и я, по длине формируете рисунок. Вы также можете и по ширине формировать, и дальше формировать длину. Тут, в принципе, можно экспериментировать. Итак, у нас третий ряд нашего рисунка. Здесь я уже не останавливалась подробно на узелочке и как мы провязываем кромочную, да, потому что в предыдущих рядах я уже об этом рассказывала. Провязываем нашу кромочную. И формируем рисунок. Давайте смотреть. Вот мы присоединили с вами белый цвет. Смотрим, да, что здесь у нас длинный столбик, здесь тоже длинный столбик. Получается, по логике и по рисунку мы можем только вот в эту петлю сделать первый длинный столбик. Дальше вот в эту петлю. И вот в эту петлю. Получается, у нас 3 длинных столбика. Это у меня, у вас чуть побольше, в зависимости от длины. Давайте начинать. Мы провязываем 2 столбика без накида. Абсолютно всегда. Это начало изделия. Всегда будем так формировать рисунок. Дальше мы провязываем длинный столбик. Затем провязываем столбик без накида. Еще один столбик без накида. И еще один столбик без накида. Это, наверное, вот эти вот ряды, они самые простые, потому что здесь
вяжется 3 столбика, 1 длинный, 3 столбика, 1 длинный, и так до конца ряда, кроме, соответственно, начала. В начале мы связали с вами 2 столбика. До конца ряда вы так и провязываете 1 длинный, 3 коротких, 1 длинный, 3 коротких. Здесь, наверное, самое простое, чтобы уловить рисунок. Один длинный. И дальше вы провязываете 3 коротких, 1 длинный. Я уже заканчиваю и провязываю кромочную. И 2 воздушные петельки. Вот такой вот просто супер легкий у нас получился ряд. Приступаем к следующему ряду. 4. Они, в принципе, все легкие, если понимать сам принцип, когда нам провязывать длинный столбик. Потому что сам рисунок, он и формируется из длинных столбиков. Не бросайте, если вы, например, только начали, не бросайте на моментах, которые сейчас непонятны. Попробуйте связать еще и еще. Я так всегда делаю, поэтому каждое изделие я пытаюсь довести до самого конца. Даже если моментом что-то непонятно. Здесь иголочкой я уже вижу, в принципе, и показываю вам, в какие перемычки мы провязываем длинные столбики. Возможно, сейчас может показаться, что непонятно, но на самом деле, когда вы будете уже смотреть на изделие, когда оно будет у вас уже все больше и больше, вы уже будете понимать, куда провязывать длинный столбик, а куда его не нужно провязывать. Вы даже можете себе, например, на первых рядах, на первых порах, да, отмечать каким-то маркером, что вот сюда нужно провязать длинный столбик. Но в принципе тут видно, потому что длинный столбик над длинным столбиком мы не провязываем, это не тот рисунок. Вот видите, у нас здесь по бокам 2 длинных серых столбика. Соответственно, посерединке мы провязываем длинный серый столбик. Здесь мы провязываем обычные столбики. И смотрим, да, что вот здесь наоборот у нас посерединке уже есть длинный столбик. Значит, по бокам мы провяжем 2 длинных столбика. Здесь провязываем просто. А здесь провязываем длинный. Мне кажется, уже легче, да, понимать рисунок, легче уже ориентироваться. Самое такое, это первые, наверное, 2 ряда. В них главное, наверное, не запутаться, чтобы потом рисунок уже формировался сам по себе. Вы просто провязываете. И кромочная. Провязываем и делаем 2 воздушные петельки. Видим, да, что у нас здесь 2, 1. И дальше 2, 2, 1. Переходим к 5 ряду. Мы уже завершаем наш рисунок. У нас осталось 2 ряда, а остальные уже будут провязываться по аналогии с первым рядом.
Сделали мы кромочную и смотрим. Здесь будет длинный столбик, здесь будет длинный столбик, вот здесь будет длинный столбик, здесь будет длинный столбик, и здесь будет тоже длинный столбик. Начинаем вязать. Накид и провязываем. Вообще это ряд один в один, как второй ряд. Только второй ряд мы вязали серым цветом, а этот ряд мы вяжем белым цветом. А так они один в один. Если вы посмотрите и присмотритесь, то в принципе они идентичны. Итак, мы провязали накид и провязываем высокий столбик. У нас получился столбик с накидом, 2 обычных, столбик с накидом, 1 обычный, столбик с накидом. Дальше у нас 2, 1, 2, 1, 1, 2. Дальше вяжем столбик с накидом, провязываем. И провязываем 2 столбика без накида. Итак, по аналогии мы вяжем 2 столбика с накидом, потом опять 2 обычных столбика с накидом, 1 обычный, 1 столбик с накидом. И так и чередуем до конца ряда вашего изделия. А у меня заканчивается, и соответственно я делаю кромочную. Набираю 2 и заканчиваю изделие. Итак, последний ряд данного рисунка. Дальше будет все повторяться, начиная с первого ряда рисунка. Не с первого ряда фундамента, а именно с первого ряда рисунка. Присоединяем нить, делаем кромочную. И начинаем вязание. Давайте посмотрим на рисунок подробней и посмотрим по рисунку, куда мы могли бы сделать высокие столбики. Смотрим вот сюда, потом сюда, и сюда. И у нас получается, мы уже с вами вязали самый легкий ряд, это тот же самый, только серым цветом. И получается, мы вяжем с вами 2 столбика без накида. Высокий столбик. Потом 3 столбика без накида. И вот дальше мы так и будем чередовать. 3, 1, 3, 1, 3, 1, где 3 это 3 столбика без накида, и 1 это высокий наш столбик. После этого ряда, чтобы следующий, выше провязать, мы начинаем все сначала. Вот как мы первый ряд провязывали. И также по аналогии мы повторяем вот эти 6 рядов каждый раз, пока не получим ту длину и ту ширину нашего изделия, которые желаемые. Провязываем до конца. Вот у меня сейчас закончится, а вы дальше продолжаете вязать 3 через 1, 3 через 1. Наверное, самые такие
не то чтобы сложные, на первый взгляд, наверное, не особо понятные, может быть. Это вот ряды, где мы чередуем 2, 2, 1. Тут просто пересматривайте видео несколько раз, останавливайтесь на каких-то моментах, провязывайте, и дальше будет все понятно. Вот наш рисунок. Такой вот интересный орнамент, а сзади у нас получается просто такие полосочки, куда мы заправим кончики, если необходимо. Если вам нравится с бахромой, то можно оставить. И вот, соответственно, готовое изделие. Рисунок один в один. Чтобы завершить рисунок, мы с вами не делаем высокие столбики. И чтобы сделать полосочки, мы тоже не делаем высокие столбики. Мы просто присоединяем нить и делаем с вами как первый и второй ряд фундамента, имею в виду. Если вы хотите сделать серые полосочки, разделить, так говорится, рисунок, то вы просто присоединяете 2-3 ряда серую нить и просто провязываете обычными столбиками без накида, без вот этих высоких столбиков. И все, и ваше изделие будет готово. Надеюсь, что данный мастер-класс вам понравился, и вы свяжете по нему свое изделие, плед или ковер. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, это поможет продвижению моего канала. И подписывайтесь, если вы еще не подписаны. А мы скоро с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока!